Receiving incoming transmission. Всем привет, друзья, и Декей. К сожалению, я сегодня не могу себя показать, потому что я болею. Надеюсь, вы меня поймете. Спасибо. Итак, сегодня будет продолжение интервью, вторая часть под названием Belkhorn Bad Time или Плохие времена Белкхорна. Итак, перейдем от слов к делу. Поехали. Как у тебя возникла идея создать кинокомпанию? Плохие времена Белкхорна – это то, что я всегда хотел сделать, потому что ты никогда не видел кинематографические карты в пользовательской компании. Тем не менее, я хотел посвятить свои возможности триггерам, чтобы увидеть, может ли вся компания превратиться в длинный фильм, который сработал после интенсивного тестирования триггеров. Почему ты назвал героя Дункан Белкхорн? Дункан – это производная от Dunkin' Donuts. Белкхорн я действительно не помню. Наверное, я хотел, чтобы его фамилия была несколько уникальной. Белкхорн возглавлял независимую милицию. Почему он и его армия независимы? Белкхорн похож на Джима Рейнера. Возможно, он не хотел принимать приказы от кого-то, кому он изначально доверял. Поэтому Белкхорн – это мини-копия Рейнера и его рейдеров. В какой организации он был до того, как ушел? Я никогда не думал об этом. Я сделал его войско полностью с нуля. Войска Белкхорна изначально были основаны на моей очень старой пользовательской компании, которая была заброшена. Это решать игроку. И действительно, как зерги их нашли? Так же, как любой антагонист находит хорошего парня по принудительному заговору. Или, может быть, Влад подумал, что Белкхорн мог быть угрозой, и он вызвал синих зергов, чтобы избавиться от него. Мы никогда этого не узнаем. Почему новобранцы здесь, на фронте? Почему их нет на тренировочной базе, например? Здесь инструктируют новобранцев. А почему у них нет оружия? У них нет оружия, потому что они все еще не обучены обращаться с оружием. Они такие, какие они есть, новобранцы. В конечном итоге они смогут использовать оружие, если, конечно, выживут. Почему Белкхорн сразу не посылает больше морпехов и огнеметчиков на зергов? Белкхорн думал, что первой волны атаки будет достаточно, но он ошибся. Поэтому этот фильм называется «Плохие времена». Почему Уолкер так умер? Где королева? Это отсылка на фильм «Чужой»? Этого бедного парня уже заразила королева за кадром, и потом порождение своевременно делают неожиданное представление. Это дань уважения к чужому, как ты и сказал. Первая атака маленькая, 8 пехотинцев. Я думаю, что Белкхорн был осторожен. Но почему он отправляет всех своих парней в лагерь зергов? От осторожности до безрассудства за несколько минут. Странно. Белкхорн, должно быть, поверил. Если бы он отправлял небольшие группы по одной, это было бы бесполезно. Поэтому он решил отправить весь свой батальон для борьбы с зергами. Чем больше число, тем больше шансов. Почему все гражданские собираются на главную базу? Здесь нет защиты. Всех парней отправляют к зергам. Это небезопасно. Они верили, что внутри главной базы будет намного безопаснее, чем с морпехами, потому что они находятся в центре боя. Гражданские также не хотят оставаться в форпосте, поскольку они ближе к зергам. Почему Стригвир заговорил с Белкхорном? Это был способ представить себя Белкхорну, как враг, который внезапно показывает себя главному герою. Почему ты назвал героя Стригвир? Это название было базировано на игре под названием Dota. Его имя сочетается вместе с этим и его титулом «Искатель крови». Появляется больше в Кевине. Если Белкхорн представляет угрозу, почему Стригвир оставил его на десерт, а не убил здесь и сейчас? Мы можем увидеть больше плохих времен поэтому. Помимо шуток, Церебрал, вероятно, не слишком много думал о Белкхорне. Почему ушел Стригвир? Должно быть, он отправился куда-то еще для своей следующей цели. Вероятно, Влад сказал ему сделать это. В предыдущей миссии выжило примерно 10-15 воинов, может больше. Здесь высаживаются только 3 КСМ и Белкхорн. Только они выжили. Подразумевается, что эти подразделения это те, которые попадают в следующую область. Остальные юниты остаются в твоих мыслях. Они могли остаться или уйти в другой район, или прийти раньше. Тебе решать.
Почему Белкхорн спросил о цвете одежды? Это не является абсолютным определителем для идентификации группы. Белкхорн знает, что его собственные люди не будут думать о том, чтобы его предавать, поэтому он спросил о других потенциальных неопознанных людях, одетых в костюмы разного цвета или доспехи. Если он не думает, что его парни не предают его, то почему он сказал «мятежники»? То есть он думал, что в этой области есть предатели? Может быть, он боится? Он, конечно, был уверен, что его собственные последователи не предадут его и его людей, но, услышав ранее перестрелку, он боялся, что в его окрестностях могли быть повстанцы. Он не знает, были ли оранжевые войска мятежниками или нет. Почему Белкхорн не отправляет своих парней в эту пещеру? Может быть, это был путь в тыл базы противника? Белкхорн хотел посмотреть, кем же они, оранжевые парни, непосредственно были. Он безрассуден, как это видно, время от времени на протяжении всей кампании. Ему так скучно. Почему он один? Должно быть, это призыв, когда я делал эту кампанию. Раньше мне казалось, что у меня было много времени, и мне было скучно. Или, может быть, этот морпех был назначен охранять этот конкретный район сам. Мы никогда не узнаем, что происходило в моей голове, когда я создал эту сцену. Почему Белкхорн вызвал группу призраков? Зачем они нужны? Я думал, что они будут использовать ядерное оружие. Я думаю, что Белкхорн хотел, чтобы его группа специалистов уничтожила вражескую базу с наименьшим количеством жертв. Но в итоге это не работает. Он не хотел, чтобы они использовали ядерное оружие, так как он не хотел вредить планете и иметь радиоактивные отходы возле своего города. Где механические парни? Танки, голиафы, стервятники. Почему только парней из бараков отправляют на вражескую базу двумя волнами? Похоже, люди Белкхорна не хотели тратить механических юнитов, так как они, вероятно, знали, что они будут уничтожены. Они были больше озабочены танками, голиафами и стервятниками, чем своими собратьями. Две волны должны были показать, насколько сильным был враг. Этот вражеский голиаф услышал Кор 002 или перехватил его передачу? Нет, голиаф получил приказ, который не был показан, от Хелзера. Эта сцена показывает промежуточный диалог. Почему Белкхорн сразу не посылает миражи? Может быть, он потерял бы меньше парней? Возможно, Белкхорн не хотел раскрывать свой козырь так рано своему заклятому врагу Хелзеру. Это правда, если Белкхорн отправит миражи раньше, он спас бы многих своих парней. Тем не менее, это сделало бы кинематографическую скучность. Ты не согласен? Белкхорн узнал его, то есть они встречались до кампании? Подразумевается, что они встречались раньше в своей жизни. Так что да, они встречались до кампании. Почему ты назвал героя Эд Хелзер? Скорее всего, Эд был из мультфильма Эдди, один из моих любимых мультфильмов, когда я был ребенком. Фамилия Хелзер, скорее всего, использовалась для включения слова «ад», поскольку этот персонаж неоднократно представлял Белкхорну один ад. Почему Хелзеру не нравится Белкхорн? Тут не говорится нам, почему Хелзеру не нравится Белкхорн, но это зависит от воображения зрителя. Может быть, у них были неприятные воспоминания друг о друге в прошлом? Почему Хелзер сразу не использовал массированную бомбардировку? Хелзер хотел помучить Белкхорна. Белкхорн верил, что победил, но Хелзер все это время одерживал верх. Хелзер мог убить Белкхорна в любое время, когда он был в городе, но он не дал Белкхорну иллюзию победы. Почему Белкхорн не использовал эту бомбу до и после этой ситуации? Возможно, у Белкхорна не было бомбы раньше, или он не хотел тратить ее слишком много. Белкхорн показан с использованием этой бомбы на второй и третьей карте, только когда он в своем костюме морпеха, в своем наиболее уязвимом состоянии. Как Белкхорн починил свою броню? Технические инструменты или невидимые медики? Это простой технический инструмент, как ты его называешь, внутри казарм. Почему силы Хелзера не окружили Белкхорна? Силы Хелзера не могли окружить Белкхорна, так как ему удалось добраться до десантного корабля и уйти. Почему Хелзер не убил десантный корабль с Белкхорном? Хелзеру не нужно было убивать десантный корабль, потому что он знал, что десантный корабль приведет Белкхорна к его новому дому. Почему у КСМ нет средств связи? Из-за этого один КСМ мертв. Ну подумай об этом. Потому что у них не было системы связи.
или они теряют связь, чем дальше они находятся друг от друга. Парни Белкхорна сделали эту маленькую базу за 2 дня? Они могут умереть. Полагаю, у них не было достаточной рабочей силы. Я более реалистично подумал о том, что база среднего размера не должна быть установлена в большом проекте за короткий промежуток времени. Я уже заметил, что Белкхорн посылал небольшие группы и терял своих людей. Этот момент не научил его, что в этом нет необходимости. Белкхорн хочет точно знать, с чем им придется иметь дело. Лучше начать действовать, чем сидеть и ничего не делать. И в конечном итоге попасть в засаду. Если они узнают, с чем имеют дело, они, по крайней мере, будут знать, как лучше подготовиться. Белкхорн решил пойти к пилону в одиночку. Что это за безрассудство? Он мог умереть там. Например, засада. Ну, что я могу тебе сказать о главном герое в целом? Он человек действия. В любом случае, он, вероятно, чувствовал себя в безопасности со своим байком Орел. Протоссы не беспокоятся, что их аванпоста больше нет? Я не помню, чтобы они посылали туда ребят. Протоссы не возражали против потери аванпоста, поскольку это было всего лишь одно здание. Но они атакуют основную базу Белкхорна, пока это происходит. Почему эта группа Белкхорна решила убить оранжевую заставу без приказа Белкхорна? Это трибунал, не так ли? Они полагали, что в их интересах выследить их, оранжевую заставу, до того, как случится что-то плохое, как то, что случилось с городом Джастин на второй карте. Почему парни Белкхорна убили безоружного ученого? Это варварское решение, или они были ослеплены местью? Подумай о том, что они, оранжевые, сделали с людьми Белкхорна, красными, на протяжении всей кампании. Они были слишком ослеплены местью и отмщением. Сначала протоссы пытаются убить парней Белкхорна. Теперь они решили отправить их в свой лагерь. Почему протоссы изменили свое решение? Они делают это, чтобы заманить ответственного человека, Дункана Белкхорна, на базу протосса. В этот момент они уже были приспешниками Влада, и почему они решили уйти? Да, все 4 уже служили Николаевичу. Они ушли из-за новых приказов Джея Лариса или самого Влада. Что они должны были подготовить, прежде чем они уйдут? Я действительно не думал об этом. Я просто хотел, чтобы зритель, он или она, знали, что эти 4 человека замышляли что-то загадочное. Если Белкхорн чувствует себя в безопасности, когда он в Орле, то почему он идет пешком к протоссам? С технической точки зрения, я хотел использовать больше Белкхорна в форме морпеха, а не в форме стервятника, орла. По сюжету, может быть, Белкхорн не хотел, чтобы его драгоценный орел был поврежден, или ему не нужно больше провоцировать протоссов своим орлом. Показ себя в костюме морпеха показывает протоссам, что может быть взаимопонимание, поскольку Белкхорн подвергает себя большей опасности перед этими протоссами. Почему Элзар сейчас ищет праведников? Это как предзнаменование для компании Кевина. Я упоминал об этом, потому что в то время никто не знал, о чем, черт возьми, говорит Элзар, и что заставляет зрителя больше интересоваться тонким упоминанием таинственной группы тиранов. Что касается того, почему Элзар сказал это, он, возможно, хотел бы получить ценную информацию от Белкхорна о чем-либо, связанном с праведниками. Откуда Элзар знает Хелзера? У него есть свои тени, которые указывают на каждого поблизости от забытых. Неудивительно, что Элзар знает о Хелзере, так как Элзар подозревал, что Хелзер опасен. Почему ты назвал героя Келли Харрис? Келли от Келли Кларксон, я думаю. Харрис от Харрисона Форда. Где она? Я не видел ее ни в Кевине, ни в надвигающейся гибели. Она появляется в 3-й интерлюдии и постлюдии Кевина, а также в кратких упоминаниях на протяжении всей кампании. Почему Шарос и Элзар не убили Хелзера? Они, вероятно, не могли бы сделать это без какой-либо помощи, потому что их не так много. Они стараются свести к минимуму количество смертей. Почему протоссы хотят убить Хелзера? Они считали, что Хелзер представляет угрозу для забытых. Почему протоссам нужна помощь Белкхорна в этом? Видя, как и протоссы, и Белкхорн хотят, чтобы умерли головорезы Хелзера, протоссы подумали, что союз может быть достигнут, и это произошло. Почему Элзар угрожает Белкхорну, если Белкхорн не примет помощь Элзара? Например, Белкхорн мог убить Хелзера в одиночку, не так ли?
Элзар предполагает, что Белкхорн может столкнуться с еще большими проблемами в будущем, если он немедленно не примет помощь протоссов. Это правда, что Белкхорн может попытаться убить Хелзера сам, но в то время он не был на 100% уверен в этом, учитывая, как он только начал располагаться и создавал город. Элзар просто заставляет Белкхорна как можно скорее мобилизовать свои войска для нападения на Хелзера. Почему ты назвал героя Шарос? Полностью создано заново после попытки нескольких имен протоссов. Это имя выделялось, поэтому я его и выбрал. Куда Элзар транспортировал этот Нексус? Это не объясняется, но предполагается, что забытые транспортировали Нексус на свою другую обитаемую базу или корабль. Белкхорн сказал, что Келли была зарегистрирована, но Кор 002 сказал, что она не зарегистрирована. Почему так? Первоначально Келли была зарегистрирована в группе Белкхорна, но затем она загадочным образом исчезает. Это отсылка к 7-й миссии из эпизода 5 из кампании Blizzard, когда Дюран исчезает со сканера адъютанта после убийства Стукова. Как эти ребята могли отменить регистрацию в архивах Кор 002? Как диктует сюжет? Другими словами, без понятия. Это зависит от твоего воображения. Почему у Белкхорна есть только один личный омолаживатель? Я думаю, он бы потерял меньше воинов, если бы в его армии больше было бы омолаживателей. Он главный герой, поэтому ему нужен собственный метод, чтобы остаться в живых на поле битвы. Он потерял бы намного меньше войск, если бы у него было бы больше омолаживателей. Но эти вещи должны стоить очень много. Даже задействование омолаживателя должно стоить Белкхорну денег, чтобы он не использовал его так много. Почему у этих драгунов бесконечные щиты? Я ленился с триггерами, и я хотел, чтобы драгуны сражались с тиранами внутри базы. Я мог бы использовать какую-то систему отзыва, но не стал беспокоиться, так как фиолетовый уже проводил лобовую атаку. Если бы я не сделал их щиты бесконечными, у драгунов не было бы шансов. Хелзер сказал, это не было частью сделки. Я думал, что Хелзер работает на Влада Николаевича. Это так? Или он так думал, пока не перестал быть полезным для Влада? Какую группировку возглавлял Хелзер? Его группа состояла из верных последователей, вроде Белкхорна, и наемников. Странное решение. Почему Белкхорн предложил союз после всех конфликтов и смертей? Я полагаю, Белкхорн просто устал от всего, увидев, что его людей снова убивают мгновенно. Он полагал, что Хелзер больше не будет угрозой после того, как он получит такую же помощь, как Белкхорн. Также есть поговорка: держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Как Лорензо мог их найти? Он нашел их, потому что он невезучий, если пожелаешь. Или скорее, просто чтобы продвинуть историю и включить моих прошлых персонажей к новым. Что Лорензо пытается найти в этом секторе? Просто исследование его окрестностей. Вероятно, из-за его миссии от вышестоящих. Никакого реального смысла. Это больше похоже на разведку местности. Почему ты сделал краткое описание в конце? Я сделал это короткое описание, потому что Белкхорн 4 был длинным кинематографическим фильмом. Поэтому я изложил это как резюме для зрителей на случай, если они не помнят, что они смотрели до этого момента. Почему у Лорензо и его войск не было машин, когда они шли пешком? Они невысокого ранга, поэтому они должны путешествовать, исследовать пешком. Не повезло им. Почему Лорензо и Роджер так ненавидят праведников? В одном из брифингов РМП вроде бы намекают, что им не нравятся праведники из-за того, что они долгое время были одного звания, первый сержант. Лорензо более красноречиво высказывает свое мнение об организации, в то время как Роджер в основном держит его при себе. Почему пути Лорензо и Яро разошлись после их встречи? Во-первых, я хотел избавиться от Лорензо и Роджера, но использовать Яро в будущей кампании. Таким образом, они должны были расстаться в этом случае. Во-вторых, у Завета больше не было цели быть с тиранами после уничтожения зергов. Этот диалог также является небольшим толчком к краткому упоминанию персонажу Яро, если ты уже играл в РМП. Праведники знали, что зерги здесь? Лорензо предполагает, что организация, высшее командование, праведники, отправили их на самоубийственную миссию, но это только его пессимистические предположения. Где их медики? Они загадочно все исчезли из-за триггеров. Но на серьезной ноте, я сделал это, чтобы предотвратить странные движения медиков, когда юниты были ранены. Я мог бы полностью удалить способность исцеления,
Но, полагаю, я тогда об этом не думал. Почему ты решил убить всех героев? Я чувствовал необходимость избавиться от них, потому что они были не так важны, как другие персонажи. Например, Яро, Элзар и Влад. Я также хотел создать новых персонажей, так что это еще одна причина, по которой я их жестоко убил. Почему ты назвал героя Аннигилятор? Вероятно, аналогичное имя из аниме-сериала, в котором есть персонаж по имени Акселератор. Сначала я назвал его так, потому что планировал, что его способность Темная Стая аннигилирует все вокруг этой способности, используя триггеры. До этого я еще не дошел. У него также есть настоящее имя, но это потом. Первоначально он не появлялся в плохих временах Белкорна, но я поместил его в последнюю карту в обновлении, чтобы показать, что он работает с Владом. Как Влад мог взять под контроль Стригвира у Королевы Клинков? Не было никакого намека на то, что Влад взял контроль над Стригвиром. Подразумевается, что Стригвир и Влад согласились работать вместе. Влад просто хочет, чтобы Стригвир позаботился о том, чтобы они работали вместе и не подвергался воздействию Королевы Клинков. Белкорн знал о Ксеноксе? Белкорн понятия не имел о Ксеноксе. Он просто закончил свои плохие времена и в конце концов погиб при несчастных обстоятельствах. Это были все вопросы, которые мне удалось составить на протяжении всего времени. Если у вас появятся еще какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, мне или автору. Мы попытаемся вам помочь. Ну а на этом вторая часть интервью подошла к концу. Спасибо за внимание, друзья, и всем пока.